Приехали, купили лайсенс на рыбалку, открытие сезона, пора испытать наши шансы в новом сезоне. Мы только что приобрели лицензию для рыбалки в Пенсильвании. Можно отправляться дальше. Погода, конечно, очень сильно радует. Это идеальная погода, в принципе, для любой рыбалки, в том числе как для форельной, так и для любого другого хищника. Большие надежды на сегодняшний день. Ловить сегодня будем на воблеры, в принципе, как и всегда, но, пожалуй, погода солнечная и вода достаточно чистая, поэтому начнем с натуральных цветов, посмотрим, как они себя покажут. В дальнейшем будем экспериментировать с цветами, с проводкой, с различными воблерами. Посмотрим, кто проявит себя лучше. Только что был удар. Так хорошо ударило, сразу почувствовалась агрессия. Не знаю, сейчас буду пытаться ее доловить. Так, прям под самыми ногами, видно, шла. Потому что уже одно преследование я видел. Ну, попробуем сменить приманку. Я как бы не сомневаюсь в ее уловистости. Стоит попробовать доловить эту рыбу, которая тут другим цветом, другой игрой. Попробуем кислотный цвет в надежде того, что мы ее все же спровоцируем. Ну нет, эта приманка уж слишком поверхностная. Надо что-то менять. Это была радужная форель, инчей 17-18. Это в дюймах, в сантиметрах не имею ни малейшего понятия. Ну, я надеюсь, это первое и не последнее. Смотрите дальше. Смотри, видишь? Видишь? Подошла как. Вот стоит возле, прям под ногами. Пришла, не успела. Вот, я вижу ее. Еще одна. О, сейчас пойдет. Они активизировались на этот цвет. Подходит, подходит, вон крадется, крадется. Тигр. Не знаю почему, на натуральные цвета отсутствует какая-либо активность. Все-таки приветствуются яркие оттенки, потому что на натуралку совсем ноль. Ушла. Ну вот, одна сошла, вторая сошла. Я думаю, пора поменять воблер. Ну, предпочитает натуралку. Кислоту не особо хочет сегодня. Ну, в принципе, ничего удивительного, потому что погода такая предрасполагает для натурального цвета. Я хочу вот это.
Не сдается? Ты ж моя красивая радужка. Смотри, как красиво. Видишь, как красиво за краюшек? Это самец. Ну, это такой за 20-ку. За 20 инчей. Давай я его сюда подтащу, чтобы он пришел в себя. Вот. Такой красавец порадовал сегодня нас. Ну вот, такое чудо нас порадовало. Ну там за 20 инчей однозначно было. Я не стал мерить, мучать, он и так попрыгал много. Поэтому быстро поймал, отпустил, свободен. Отпускаем рыбу, потому что на самом деле нет необходимости ее забирать. Довольно-таки все продукты, в том числе и рыба, и готовая, и сырая, она доступна в каждом из магазинов. Поэтому любой живущий в Америке может себе ее позволить. А рыбалка — это просто фан и удовольствие. И обязательно адреналин. Ну и вот такое вот бывает счастье в нашей жизни. Это smallmouth bass. Давай, дружище, беги отсюда. А я думаю, как это его нету? Как это он не клюет? Вот тебе и нате. Бесса из-под кровати. Иди сюда. Что-то не крупное, но... О! Что это? О, это брук! 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 Красавец какой! Смотри, какой красивый. Это брук. Брук траут. И это вроде бы дикий, кстати. Теперь можешь бежать. Беги. Оп. Ну вот, нас порадовал брук, хоть разнообразие, не постоянно радужка. Еще одна неплохая радужка. Ну, такая хорошая, солидных. Ну да, здесь тоже 20-ка будет. Инчей 20 тут есть. Был выход какой-то рыбы до нее, которая ушла влево, я ее видел. И потом следом за ней последовал удар. Вот красавец. Вот красивый какой. Ну все. Беги. Беги. Беги, маленькое чудо. Беги, 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 беги. Все, побежала. Вот это был красивый, очень красивый, красивая расцветка, прям гамма такая, насыщенная морковная полоска с такими еле-еле вырисовываемыми пятнами, такие голубовато-зеленого оттенка. Будем пробовать еще. Покажись. Бьет, ну бьет, скорее всего, радужка. Бьет так, радужка, радужка, все, вижу радужка. Да, ой, как хорошо села. Села, ударила, агрессивно. А, нет, это брук! Брук, я извиняюсь, это брук. Опять брук, снова. Снова то был самец, а это красивая самка. Брук, ух, какой красивый брук.
Брук, 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 иди ко мне сюда, Брук. Давай тебя заведем. Ох, ох, сколько сил. Вот, немножко мы прошлись, нашли какие-то, в коем разе я могу их назвать заветные места, потому что эти места принесли нам сегодня хорошие, достойные трофеи. Ну, вы сами это видели. Брук, Рейнбоу один хороший был сегодня. Ну, как бы было много Рейнбоу на самом деле, но был один очень хороший. И вот два Брука, таких достойных. Еще один немаловажный фактор присутствует на реках. То, когда вы идете по берегу и видите россыпь ракушки. Значит, здесь присутствует эта ракушка. Вот если присмотреться, то она видна. Вот немного берег ей прям усыпан. Это доказательство того, что здесь стоит форель, и она питается этими моллюсками. Ракушками, моллюсками, которые обитают вот конкретно здесь. Благодаря этой почве, я не знаю, чему именно в данном месте есть эта ракушка, потому что мы шли чуть-чуть вверх по течению, ну не чуть-чуть, мы довольно-таки достаточно много прошли, и я не наблюдал этой ракушки, я сразу зациклил внимание на ней и решил сделать упор на это место. Собственно говоря, вот оно и принесло плоды. Вот очередной Брук, вижу, что это Брук, красавец какой, ох. Да, Брук. Не, ну, я что-то не могу понять. Да, это Брук. Просто спина чуть-чуть напомнила мне тигра, тигровую. Но я увидел пятна, и все, я убедился в том, что это Брук. Красавец какой, самец. Самец мощный. А как он дал. Гнался, правда, 3 раза промахнулся, но я уже его доловил. Впоследствии. Вот это хороший, приятный экземплярчик. Вон какой клюв. Красивый. Сейчас. Ну, серебристый. Красавец. Еще один в копилочку. Красивый самец с клювом. Не, ну что я могу сказать? Форелевая рыбалка — это трудовая рыбалка. Так просто она не дается. То есть приходится и вверх на гору, и с горы, и опять вверх на гору, и по мокрым камням. Ну, собственно говоря, оно того стоит. Ладно, пошли собираться.